Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, у нас накопились вопросы, значит, для видеороликов «Вопросы ведьме». И сегодня начну снимать продолжение. Так, откуда эти вопросы? Часть этих вопросов задаются иногда под роликами, я сохраняю. Но все же советую, где попало, их не задавать. Если есть какие-то особые вопросы касаемо ритуалов и прочее, можете время от времени написать Яне. Я и там отвечу, и здесь отвечу для всех. Есть вопросы, которые собираются... Рыжик. Это у нас, видите, мы здесь немножко виднеемся в зеркале. Вечно приходит и ложится как специально. Видит, что я занята. Есть вопросы, которые накапливаются, когда наши... на молодежном сленге говоря, не люблю это. Вообще в народе называют таких людей завистниками. Но сейчас новое слово придумали. Хейтеры. Это как-то звучит более культурно. Чтобы не сказать, что от зависти дохнут люди и придумывают всякие сказки. Я вообще не уважаю людей и тех, кто свои каналы создает ради того, чтобы тех, этих обсуждать. Может, где-то и заслуженно обсуждают, может, где-то действительно существуют люди, которые не очень добросовестно живут и неправильно живут. Согласна. Но в любом случае это сродни падальщикам. Падалью питаются люди недалекого ума, невысокий мозг. Я сейчас не помню высокий уровень мозга, да. Кто сказал, по-моему, Элеонора Рузвельт, что ли, великие умы создают новые проекты, обсуждают новые проекты. Средние умы обсуждают других, средние умы обсуждают себе подобное, что ли, или низкие умы обсуждают всех подряд. Я сейчас не помню. Мне иногда пишут под роликами: вот что скажете про этого человека, про того. Зачем мне это интересно? Я не буду ничего говорить. Ну, во-первых, это сплетня за спиной. Во-вторых, среди них есть умершие люди. И они мне уже не ответят. Есть люди, которые попали в беду. Кто-то сидит. Они мне не ответят. Я должна как шакал сидеть, их обсуждать. Но это некрасиво, это неправильно. Докажи своими работами, своим образом жизни, что ты правильно живешь. Если у тебя есть какие-то претензии, бывали у меня претензии, например, к определенным этим приютам животных, я поняла, что... Я просто звонила, предлагала корм, что привезут. Привезут большое количество корма, что нам есть нечего, помогите. И я позвонила, предложила свою помощь. Человек сказал, что не нужно, деньги отправляйте. Мне это не понравилось. Потом был случай, когда с Алабаем приехали в Москву, якобы отказались от Алабая. И девочкам некуда идти, она на вокзале сидят. Я нашла человека, я даже переписывалась. Во-первых, нашла людей, да, не в Москву, а в Питер, которые в Питере готовы были забрать. 3 человека. Они готовы были забрать. Одни в квартиру, эти сказали: нет, в квартиру мы не хотим, нас это не устраивает. 2 человека хотели забрать, у одного был Алабай. Вообще у всех когда-то был Алабай, был опыт с этими собаками. На дачу один хотел забрать. Сказал, на даче живут рабочие, его там делают ремонт и будут кормить, смотреть, я буду контролировать. Но раз некуда девать собаку, так можно и на дачу забрать. Тем более простор для таких пастущих пород. Вы знаете, что они в квартире они агрессируют, не любят. Им нужен простор, охранять территорию. И вторая женщина, она сказала, что
очень скучает, посмотрела, очень похожа на ее Алабая, который недавно умер. Я бы с радостью взяла, и у меня большой дом. Тоже не захотели. Потом я предложила обратно отправить. Я не помню, сколько они сказали. 60 тысяч, что ли. Я готова была оплатить, чтобы машина, которая согласится их отвезти вместе с собакой, значит, обратно. Опять отказались, сказали, лучше эти деньги нам отправьте. И я поняла, что эти люди нечестные, эти люди просто пользуются. Поэтому из-за таких людей не хочется никому потом помогать. Понимаете, сами понимаете. И я высказала свое мнение. Я сказала, что так нельзя, ребята. Вы говорите о помощи, я договариваюсь, вы согласны, все. И последнюю минуту, когда человек уже собирается ехать, вы говорите, лучше нам отправьте эти деньги. Но вы же сказали, что вы на вокзале, вам идти некуда. Как же вас понимать-то? Как же верить после этого таким людям? Все, это меня возмутило, и это мне было неприятно. Я высказала свое мнение. Я высказывала свое мнение, когда я видела, что облаивают Россию. Знаете, дело не в том, что вот вы можете любить, можете не любить. В нашей стране очень много проблем. Очень много нехорошего, очень много сейчас доктрины ненависти ко всем подряд. Знаете, где-то действительно заслуженно, где-то просто провоцируют люди. Сейчас очень много всяких горе-блогеров, которые ходят. Там вот 5 минут осталось, чтобы магазин закрыли, она приходит 5000-тысячной купюрой, покупает что-то там на 10 рублей и говорит, разменяйте. И женщина, которая... Вы понимаете, что мы уже инкассацию провели, а я вот права, клиент прав. Есть такие вот люди, которые просто на этих провокациях делают себе деньги, делают контент. Это уже противно. Но сейчас во всем мире есть подобные люди, не только у нас. Это всеобщая принятая какая-то волна ненависти всех ко всем. Но в любом случае я считаю, что если ты жил в этой стране, родился тем более, добился успеха и так далее. Эта страна тебе все дала. Будь благодарен хотя бы. Неприятно. Отвратительное чувство. Как можно быть такой свиньей? Концерты устраивать здесь, миллиарды заработать. Там они по улицам идут, к ним никто не подходит. Они там не нужны никому. Не знают они вас. Вы для них никто. Как там, где родился, там пригодился. Может быть, не родился, а где жил, где с малых лет был, это и есть твое место. И, естественно, я выскажу свое мнение, я скажу об этом. Но высказать мнение один раз, объяснить, это одно. А целыми сутками преследовать человека, копаться в грязном белье, кто с кем спал, кто за кого замуж выходил, сколько денег, это противно. Согласитесь, и поэтому... Естественно, я такие темы поднимать не буду. Но вопросы касаемо моей работы и моих трудов, которые вам помогают, да, и объяснить какие-то ситуации, я с радостью. Потому что это надо. И я еще раз всем рекомендую смотреть все серии этих лекций «Вопросы ведьмы», потому что вы для себя узнаете очень много полезных вещей. На самом деле, очень много нужных вещей, и поймете в жизни, в чем неправильно сделали. Первостепенная задача ведьмы – это даже не просто чистку проводить, там, отчитать и так далее. Даже не в том, чтобы дать работы, которые поменяют вашу жизнь. Да, это поменяют. Но если вы, знаете как, когда ставим знак возле ямы, да, и человек обходит эту яму, и все время внимательно смотрит на эти знаки и обходит эти ямы, его жизнь меняется. А если я ставлю знак перед одной ямой, ты обошла, и вторую яму ты подходишь и падаешь туда снова, и снова ты будешь разбита, и будешь лечиться долго, и приходить в себя, и так далее. Первостепенная задача ведьмы, наверное, показать, что неправильно делает человек. Я хочу вам объяснить, что ведьмы не божества. Они болеют, они стареют, им бывает больно, их тоже предают. Они такие же люди, как вы, просто этим людям дано чуть больше. Просто внутри этих людей живет еще одна сущность. Они как мост между людьми и духами. Понимаете? И
эту женщину тоже вот проводят через все эти тернии, через весь этот ад, для того, чтобы она была, ну, человеком опытным, бывалым. Чтобы она понимала, что такое алкоголизм в семье, что такое, не буду перечислять все, что остальное, да, что такое предательство, одиночество. Она должна это понимать, чтобы понять тебя. Видимо, не станет женщина, которая родилась в богатой семье, у которой все было хорошо, росла в любви, нашла любящего мужа, дети обожали. Но ей незачем вашими проблемами заниматься. У нее нет этого сочувствия и нет житейской мудрости. Ей это вообще не надо. Она нормально живет, она богатая, обеспеченная, веселая, счастливая жизнь. Нахер ей интересны ваши разбитые судьбы, кто сидел, кого подставили, кто не может родить и так далее. Согласны? Поэтому ведьма – это тот человек, который может понять, что у вас происходит, и как человек, одаренный определенными знаниями, и как человек, у которого видение открыто, ну и как психолог, понимаете, жизненный психолог, потому что все, что вы рассказываете, она сама это уже проходила. Ей не надо ничего говорить, она понимает сразу, что у тебя происходит в душе и как можно помочь. Она не будет сидеть с тобой плакать, и врачи не сидят и не плачут с тобой, когда узнают, что ты болеешь. Они тебе говорят, что надо принимать, как надо лечить. Если надо, надо делать операцию, никто не будет рыдать рядом с тобой, сидя. Это правильно. Их ненадолго хватит с каждым пациентом переживать. Будет выгорание, в конце концов. Правда? Вот о чем речь. Итак, начнем, пожалуй, с вопросов, которые уже есть. Вы когда-нибудь слышали выражение «не создавай проблему на ровном месте», «не раздувай проблему», «не накликай беду на свою голову» и так далее? Вы знаете, что эти выражения, они не случайны. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что наши эмоции отрицательные, они приходят и уходят. Если мы их перекрываем положительными эмоциями, то они уходят. Вот пришло к человеку, там пришла какая-то мысль нехорошая, через секунду он отвлекся, посмотрел какую-нибудь юморную программу, поговорил с ребенком, обнял кота, все улетучилось. Но бывают моменты в жизни, когда все еще больше обостряется вокруг. Враги, преследования, какие-то суды, доносы. Дома не все хорошо, больно, нет поддержки. И человек начинает смотреть определенные такие грустные программы про смерть известных людей, как они умерли в одиночестве, в бедности. Да, естественно, мы должны оставаться людьми, человеками, не должны черстветь, мы должны сочувствовать. Нам это тоже нужно, чтобы выпустить эти отрицательные эмоции, поплакать. Некоторые начинают смотреть кладбище. Я, например. Когда мне грустно, тяжело, я смотрю кладбище. Фотографии, ролики есть про кладбище известных людей, неизвестных, заброшенные погосты. Я понимаю, что конец всему смерть. Что вот эти люди уже ничего не изменят в своей жизни. Все ушли. А я еще жива, я еще могу многое поменять. Я еще могу оставить что-то полезное после себя. У меня еще есть время. Вот эта мысль, что мы здесь временно, это всегда отравляет нам жизнь. Как бы мы ни говорили, но в молодости мы не ощущаем это состояние, что мы временно. Нам кажется, мы вечно будем жить. Поэтому молодые люди рискуют, творят глупости, не осознавая, что есть конец. Что второго шанса, как в игре, знаете, у тебя не будет. Что тебя убили, ты еще раз встал и пошел. Вторая жизнь у тебя есть и второй шанс. Но чем старше мы становимся, тем больше мы осознаем, что мы здесь временно. И эта мысль время от времени отравляет нам душу. И радует, что есть продолжение там где-то. С одной стороны, мы увидим родных, близких, любимых людей, которых потеряли, наших любимых кошек, собак. С другой стороны,
неизвестность пугает. И обидно становится, что я уйду. Вот я уйду, и все, что я создал, и все, что я здесь оставил. А что будет? Кто-то это будет сохранять, приумножать. Согласитесь, человек даже не переживает за деньги или там драгоценности. Нет, он переживает за свое дело. Он очень хочет, чтобы наследники не только делили денежки, а еще хранили его вещи, хранили его дневники, его любимые книги. Потому что это ему дорого. Понимаете? И вот это осознание, что мы здесь недолго, это осознание того, что и красота временно дается. Я не понимала в молодости, почему я злилась, когда я хорошо выглядела. Казалось бы, ну, что значит, ну, ты красиво выглядишь, радуйся. Я злилась. У меня было такое осознание, почему мне вот дали эту внешность, эту красоту. Ведь вот сейчас я смотрю, любуюсь, а это же не надолго. У меня вот это вот подсознательно. Это ж ненадолго. Лучше вообще быть некрасивой и никогда не переживать, что ты потеряла эту красоту, потому что ты ничего не потеряла, ты такая была всегда. А вот когда ты была красивая, и ты когда-нибудь это потеряешь, эта мысль отравляет жизнь. Но в то же самое время хочется побольше себя показать, чтобы вот это время запечатлеть и оставить в истории. Понимаете? С одной стороны, в этом прелесть. Что это ненадолго, это особенно обостряет чувства. С другой стороны, некая обида и обреченность, что это тоже уйдет. Я почему-то думала, что только у меня было такое, когда моего сына принесли мне, я отошла после наркоза, только отходила, но уже, в принципе, соображала, понимала, уже четко видела картину. И мне принесли его. Вы знаете, у меня было такое чувство, что мне показывает ангела. Вот действительно, не просто говорят, твой ребенок это самый красивый. Мы не сразу любим своих детей, мы учимся их любить. Мы еще не понимаем, что да, есть инстинкт материнства, и мать, как тигрица, будет защищать даже того ребенка, который родился там несколько минут назад. Дело не в этом. Просто ты из беременной принцессы превращаешься в Золушку. Все приходят, радуются, с ребенком играют, сейчас уже фотографируют. На тебя никто не обращает внимания, что ты только родила, тебе ходить тяжело и так далее. Все. Ты отходишь на второй план. И у тебя какая-то и злость, и агрессия к ребенку, потому что он причина твоей боли. Ты понимаешь, что после его рождения у тебя организм очень сильно сдал. Но материнские чувства со временем берут верх. Ты постепенно начинаешь его любить. И эта раздражительность меняется жалостью к ребенку, любовью. Ну, это так. Те, кто говорит, нет, я сразу же готова была жизнь за него. Ну, это все это дешевый театр. Но когда мне показали его, у меня было такое ощущение, что он светится просто. Я даже пальцем вот так рукой провела по щеке, чтобы посмотреть, а может, там блестки на нем. Смешно звучит. Я думала, это такой красивый ребенок. Я просто была ошарашена. Я думала, как такой красивый родился. Ну, это вообще чудо чудное. Я его назвала Солнышко, поцеловала. Ну, увели, потому что у меня было кесарево, я еще в реанимации лежала. И на следующий день я только увидела, что у моего солнышки эти мешки под глазами, замученный вид, опухшее лицо. Это потом я увидела. Но сразу, когда принесли, вот положительные эмоции, ну, например, материнство, оно все поменяло у меня в голове. И такое чувство было, что мне просто показывает ангела.
Я говорю, я даже так провела рукой, чтобы посмотреть, а вдруг у него блески, он же блестит, весь сверкает. Вот что означает наше внутреннее подсознание. Вот мы можем поменять вот это вот сверкание на абсолютно отрицательные моменты и наоборот. Так вот, когда человек испытывает некую депрессию, ему тяжело, плохо и прочее, прочее, но в то же самое время начинает себе накручивать, начинает смотреть передачи, где там муж жену убил, думает, вот мы с ним поссорились, он меня обидел, а завтра еще и забьет, 100% и до этого дойдет. Хотя, может, вообще такого нет, просто обыкновенная ссора, что происходит у всех пар. Потом ты начинаешь подозревать его в измене, потом ты начинаешь следить за ним. Вот он в туалет зашел, вот он там что-то с кем-то разговаривал, 100% любовница появилась. И начинается. Ты начинаешь его ненавидеть, ты вспоминаешь все, что он тебе сказал, ты ему сказала и так далее. И со временем ты чувствуешь, что твоя жизнь начинает рассыпаться. Потом начинаются ссоры с друзьями, потом начинаются обиды на детей и прочее все. Ты загоняешь себя в угол, ненавидишь всех, весь мир, жить не хочешь. Почему так происходит? Ты создала проблему на ровном месте. Но как это произошло? В пространстве очень много сущностей, очень много бродячих духов, бродячих энергий. Многие из них питаются нашими отрицательными эмоциями в основном. Почему проводят чистку в доме иногда время от времени, изгоняют эти сущности, которые нами питаются. Так вот, когда у вас отрицательные эмоции, вы не переключаете себя на положительные никак. Развивайте внутри себя эти эмоции еще больше. Сгущайте краски. Какая-нибудь из этих сущностей, это не лярва. Лярва это питается прям нашей энергией. А вот сущность, она питается из той энергии, которую мы излучаем, источаем. Отрицательной энергии. Это как шар надуть, знаете, вот взяли и качайте, накачивайте шар, не знаю, там лодку, надувайте что-то резиновое. Постепенно туда идет воздух, где-то горячий воздух, где-то холодный воздух, но вы накачиваете этот шар, и он становится больше. Так вот, эта сущность приходит и начинает питаться вашими эмоциями. Переключили свои эмоции, взяли себя в руки, значит, дальше живете. Не переключили несколько дней, недели, месяцы, остается вот эта боль, обиды. Я почему говорю, отпустите эти обиды. Это не из христианства, что простите и не судите их, и все прощения, все хорошие, всех любите. Не в этом смысле. Просто есть люди, которые вечно оглядываются. Вот 5 лет назад какая-то женщина меня обидели, могу я начитать на нее какой-то заговор. Я говорю, я вас умоляю, вы серьезно? Это так вот он обидел, задела тебя. Но ты же делаешь эти чистки, оно и так вернется людям, которые где-то когда-то тебе сделали больно. Зачем специально сейчас эту женщину, вот я не знаю, как ее звали, на очереди что-то она мне сказала, там пошла нахер отсюда или что-то в этом роде. Можно я вот на нее буду читать и так далее. Это люди, которые все время на ровном месте создают проблему. И они будут надувать эти шары без конца. Так вот, эта сущность приходит и начинает питаться этой энергией. Усиливается. Потом дальше продолжаются обиды дома. На мужа, предположим. Потом начинается, вот посмотрим, при разводе, что мне останется, что ему останется. А я не собираюсь ему ничего отдавать. Да там нет никаких любовниц еще, и разводиться он не собирается. Но ты уже спланировала, ты уже знаешь, как должно быть. Он меня точно обманет, кинет, а я буду вот так. Надо деньги перевести на свой счет теперь. Надо ключи забрать, надо вот это документы у себя хранить. Пошло-поехало. Я не говорю, что это
плохие люди, понимаете? Люди разные, каждый по-своему чувствует боль. Для кого-то терять 1 000 000 ничего не значит, для кого-то терять 100 000, после этого человек умирает. Я знала случай, когда подонки избили дедушку, который, ну, в общем, подошел к банкомату проверить, сколько у него там на карте. Он копил, что-то хотел подарить внуку. Тот должен был вернуться из армии, он хотел ему машину, что ли, подарить. И он копил эти деньги. И вот эти подонки, они подошли сзади, посмотрели эту сумму, избили этого деда и заставили эти деньги снять и отдать им. Там было 300 000, что ли. Больше напугали его, чем, скажем так, искалечили. Ну, просто ударили пару раз. Он сам отдал карту, сказал, значит, этот пин-код, они забрали эти деньги и ушли. И он вызывал милицию, понятное дело, никто ничего не искал и находить не собирался, но этот дед заболел и через 1-2 недели умер. Понимаете, о чем я? Каждый человек по-своему чувствует боль. Когда вы говорите человеку: ой, ну это же не проблема, ну вот проблема, вот это точно проблема. Вы говорите глупость. Своя рубашка ближе к телу. Он не поймет ту проблему. Она не его, к нему она не пришла и никогда не придет. Но у него есть вот такая беда сейчас, и это его беда. И эта беда для него больнее, чем та проблема, которая 1000 раз страшнее, но это не его проблема. Поэтому я не говорю, что такие люди плохие или хорошие. Я говорю, что такие люди разрушают себя. И вот эта вот сущность пришла, она начинает питаться этими эмоциями. Ты его кормишь дальше продолжаешь. Не хочешь говорить со своим мужем, не хочешь мириться с детьми, не хочешь говорить. Ты загнала себя в угол. Ненавидишь всех, озлобилась, не видишь выхода из ситуации и так далее. Ты усилила эту сущность. Теперь она обратно тебе отдает эти отрицательные эмоции. Как зеркало, понимаете? Ты туда отдала, она переработала, а теперь она отдает эти отрицательные эмоции для того, чтобы еще больше из тебя скачать эту энергию жизни. И получается, что ты на ровном месте создала проблему. Это сущность. Вот в магии, в заговорах, в ритуалах есть персонализация смерти, персонализация воды, персонализация там речки, матушка речка, там вода Марьяна, Ульяна, Татьяна, Заря Маремьяна и так далее. Персонализация. То есть каждая сущность, она существует. Когда мы в голове рисуем портрет этой сущности, то нам легче понять и представить. Но мы уже обрисовали эту сущность, понимаете? Она вот есть, вот какая-то беда, скудница, называется это бедность, когда мы ее изгоняем. Так легче изгнать, когда мы ее уже в своей голове представили, легче из своего подсознания его выгнать. А здесь эта сущность сама формируется. И человек удивляется, почему вот была одна проблема, пошло дальше, потом работу потеряла, потом ребенок заболел, потом кошка умерла. Ты усилила эту силу. И теперь она живет с тобой рядом, она живет в твоей жизни, она будет тебе отдавать и отдавать эти отрицательные эмоции. Но избавляется от этого как? Ну, во-первых, делают чистки, во-вторых, переключает себя на положительные эмоции. В-третьих, если есть проблема, решают. Если хочешь развестись с этим мужчиной, ты несчастлива, имеешь право, иди скажи ему это и прекрати эту боль. Но не живи с ним, ненавидя его, и постоянно он тебя обзывает, ты его обзываешь, и все время подозреваешь, и все время ненавидишь, не веришь. Это не жизнь. Это приведет к чему-то страшному. Понимаете, о чем я говорю? Что решай эту проблему, закрой вот этот источник боли, и эта сущность начнет постепенно терять свои силы, и исчезнет эта проблема. Вот это означает на ровном месте создать проблему.
питать эмоциями ту злую сущность, которая пришла и начинает тебя съедать. А ты его усиливаешь. Дальше, дальше. Ты не решаешь проблему. Ты в себе это все перевариваешь. Ты начинаешь ненавидеть себя, его, ты по ночам плачешь. Ты вместо того, чтобы с детьми поговорить, начинаешь смотреть на них, как на эгоистичных сволочей, которые тебя используют, не любят свою мать. Вот я болею, они даже не подойдут. А потому что они дети, они не соображают, что надо делать. Это не намеренно. Но ты начинаешь думать, что это преднамеренно, это специально они так сделали. Даже если у тебя ребенок очень маленький, не соображает, он специально плачет, потому что не хочет, чтобы ты отдыхала. Понимаете, вот. И вот эта сущность, она способна просто уничтожить вас, растоптать, и в итоге из одной маленькой проблемы, больше всего надуманной вами, чем она существует, начинается большая. Вот почему люди, которые не терпят, а просто высказывают свои претензии, они счастливее. Потому что им что-то не нравится мужу. Так, ты почему так сделал? Вот это вот не надо было делать. Мне это не нравится. Ты вот неправильно себя повел. Или я попросила тебя приехать за мной. Почему ты не приехал? И он начинает оправдываться. Не надо оправдываться. Если я попросила, надо было делать. Если не мог сделать, надо было мне сказать об этом. Я чувствую себя обманутой, и это мне неприятно. Ну, извини, все, он исправляется, и разговор исчерпан. А если она ничего не сказала, ну, ладно, скотина, ты не приехал, я тебе устрою. Ты посмотришь, ну, значит, там кто-то есть, вот он и поехал туда. Буду теперь за тобой следить. И пошло-поехало. И вот идет эта эмоция. Сразу пресекайте болевую точку, заканчивайте, закрывайте кран. Несчастливый с человеком, говорите ему, давай расстанемся, знаешь что, несчастливый я с тобой, не люблю, мне плохо. Все. Если он понял свою вину и исправился, значит, дальше живете. Не понял, расстались. Детей посадили и говорят, так, дети, значит так, я понимаю, что я старше вас, я вас родила, и у меня есть обязательства, но у вас тоже есть. Вот такие вот обязательства надо делать. Иначе не получите карманные деньги, иначе не будет те подарки, которые я вам дарю, и вообще меня надо уважать, иначе будет плохо. Все, дети все поняли. Говорите, ставьте сразу точку. Не надо внутри себя это переживать и отдавать эту отрицательную эмоцию той сущности, которая пришла вами питаться. Понимаете? Иначе на ровном месте вы надуете этот огромный шар, который вас потом раздавит. Ну, то есть имею в виду, что именно означает на ровном месте создать проблему. Вы поняли. Пойдемте далее. Многие люди не понимают, почему я им отказываю. Некоторые думают, что у меня какая-то личная неприязнь. Некоторые думают, что... Не знаю, что они там думают. Друзья мои, во-первых, я подарила вам огромное количество работ. Например, продать дом, еще что-то делать. Вы можете взять, начитать и продать этот дом. Не надо ко мне приходить, я не буду на это тратить время. Вы продали, вы хотите быть благодарны, вы можете откупиться, отблагодарить. Не надо мне приходить изначально платить за эту работу. Понимаете, вы можете сами, есть преимущество, вы можете сами решить, сколько вы хотите благодарить и отблагодарить. В этом и есть вся прелесть. Что вот эти работы, которые веками, тысячелетиями вам продавали за очень дорогие, большие суммы денег, или проводили для вас за большие деньги, сейчас вам отданы даром. Это отдано, да, как некоторые говорят, ой, а даром, а вот даром же я, а вдруг я потом заплачу что-нибудь. Ну, хорошо, тогда не даром делайте. Проведите, откупитесь, значит, вы не даром провели. Значит, вы откупились. Мы об этом уже говорили 100 раз, не хочу одно и то же. Я в своей лекции «Закройте воронку зла» или проблемы, сейчас не помню, как я назвала, я объясняю, почему люди, которые не любят откупаться и благодарить, почему они всю жизнь одну и ту же проблему решают по 20-му, 30-му, 40-му кругу. И это все время возвращается. Потому что один раз надо откупиться и отпустить. Вот в том и прелесть, что вы можете отдать столько, сколько вы хотите, сколько вы можете. Они обязаны оплачивать эту работу так, как положено. Вот и все. Это раз. Поэтому, когда приходит ко мне, а вот дом продать, или начинает ерундой заниматься, вот у меня сил не хватит. Это люди, которые не хотят сами делать. Они готовы даже за деньги, но лишь бы за них делали другие. Но я берусь за те работы, которые мне интересны.
И вот эти вот, ну, значит, не можете. Да, не могу, все, идите вон отсюда. Вы не заставите меня, вы не возьмете меня на слабо, знаете. Я могу, я сейчас докажу. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Мне плевать на таких хамоватых людей. Дело не в том, могу или не могу. Мне это не интересно. Верните мужа. Я не возвращаю мужей. Было время, я могла это делать, то есть делала. Но это было в молодости, когда я пробовала свои силы, и у меня получалось, и сейчас бы получилось лучше всех на свете. Но зачем вам тот козел, который вас бил, издевался, то есть забирал ваши деньги, имущество, ничего не делал, не заботился? Если ты дура, то я не дура. Ты хочешь его вернуть, но я понимаю, что такого недочеловека возвращать в семью, это делать преступление перед детьми. Мать безмозглая думает одним местом, но дети не виноваты, что мамаша нижним местом живет. Ради детей я это не сделаю. Ты пострадай, поплачь там, пореви по нему. Плевать. Главное, что дети будут подальше от этого существа и будут счастливо жить. Вот и все. Поэтому я не возьмусь за такое. И не собираюсь никому отчитываться и объяснять, почему нет. Есть моменты, когда человек меня еще не знает. Дали ваш номер, вот сказали, я не буду с этим человеком работать. Я не буду этому человеку с нуля объяснять все досконально, как работает магия, почему. Я понимаю, что все мои видеоролики смотреть вы не в состоянии, но хотя бы несколько месяцев надо посмотреть, ознакомиться, провести эти работы, увидеть силу этих работ и уже уверенно, зная, кому ты идешь, приходить. А может, от моего имени другой человек вам пишет. Вам не интересно до конца понять, кто перед вами? Некоторые начинают хамить, некоторые начинают гадости писать. Очень зря вы это делаете, вы усугубляете свои проблемы. А хамить из-за чего? Из-за того, что я говорю, возьмите, проведите работу. А что, мы приходим, чтобы провести работы? Да. Представляете? С древних времен ведьмы не только сами очищали, но еще и говорили, но еще давали определенный рецепт. Вот эту траву вот так пить надо, вот этот заговор по утру встанешь, зажжешь свечу, начитай столько-то дней. Представляете? Да. Есть вещи, которые человек сам должен просить. А моя задача научить его правильно сделать. Вот и все. И второй момент. Не просите за родных. За чужих людей тем более. А за родных не просите. Я вам сейчас приведу много примеров, и вы поймете, что так и есть. Если вы устроили, например, племянника на работу, через некоторое время вы потеряли работу. Знаете почему? Помогать можно и нужно хорошим людям, благодарным людям. Вы устроили его на работу, он вам благодарен. Он помнит, кому он обязан. У вас с ним хорошие отношения. Это одно. Но вы уверены, что вам будут благодарны? А если это просто по просьбе сестры, а сам он тунеядец и алкоголик? Вот она просила, умоляла, вы ради сестры пошли, помогли, устроили его на работу. Проходит время, вас сокращают. Или фирму арестовывают, или начинают проверки. Вы потеряли хорошую престижную работу. Не можете понять, почему? Потому что вы помогли человеку недостойному, неблагодарному. Дайте ему номер телефона этой фирмы, и пусть поедет, сам договаривается. Это другой вопрос. Вы за него заступились, вы попросили, но потеряли свою работу. Даже если эта работа совершенно другая, не касаемо вот этой, то есть его работы или этой фирмы. Вселенная у вас забрала. Вселенная не собиралась давать ему так легко и просто. Вот это вот. Вы заступились за человека. Вот его хотели там наказать, посадить, не знаю что. Вы заступились за него, вы попросили, помогли этому человеку. Это хорошо, если он благодарный человек. А если он неблагодарная тварь? А если он должен был это все пройти, если он это заслужил? Значит, через некоторое время с этими судами столкнетесь вы сами. Понимаете? Потом. Вот помогите, у нас там племянник, ему очень плохо. Вот моя сестра попросила
или я прошу за племянника, или я говорю людям, начинает обижаться. Я говорю, вы готовы оплатить за него? Ну вот я даже не знаю. Нет, конечно, вы не готовы. Это же на халяву можно и попросить. А почему? Очень удобно делать добрые дела с помощью других людей. И когда я этим людям говорю, я говорю, у вас есть дом? Ну да. А можно мои знакомые поживут у вас дома, там, дайте одну комнату, они там не могут найти квартиру, поживут полгода. В смысле, я говорю, а что здесь такого? Всего-то полгода поживут у вас. Можно я попрошу за них? Ну, вы сравниваете это. Почему? Ты приходишь ко мне. Ты не собираешься ни за кого оплачивать ничего, не благодарить. Но ты говоришь, помогите племяннику, помогите там блогерше, у нее там сноха убежала, или что, можете помочь этой женщине. Она меня просила об этом. Помогите, того-то там посадили, чтобы... Помогите, вон женщина говорит, что ей плохо, у нее там сын болеет. Вот помогите, пожалуйста. Замечательно. Оплачивать будешь этот труд? Я не собираюсь с них деньги брать. Я просто спрашиваю. Мне просто интересно, если человек всей душой и сердцем хочет кому-то помочь, он готов на все, правда? Я спрашиваю, вы оплатите за него? Ну, вы же помогаете. Удобно, правда? За счет кого-то делать добрые дела. Так я оплачу своим здоровьем, нервами, своим временем, силой жизненной. Я-то отдам. Кто-нибудь должен за него отдать. Я отдам. А вы, значит, такая добрая, пушистая вся, мягкая. Это вот ваша заслуга. Вы попросили, поэтому ему помогли. Никогда ни за кого не просите. Во-первых, это некорректно. Каждый сам должен за себя просить. Во-вторых, то, что вы сделаете для человека, людям надо помочь. Но сколько раз мы обжигались, помогая человеку подлому. Никто нас так не уничтожал и не пытался нас уничтожить, как те люди, кому мы когда-то не дали умереть с голоду, подобрали с улицы. Мы их научили летать, и они срут на нас сверху. Но никто никогда не делал нам столько зла, сколько те люди, которым мы помогли. Садитесь и подумайте об этом. Почему? Потому что вы тот человек, который помнит его в слабое время. И он хочет, чтобы ты исчезла, чтобы тебя вообще не было. Во-первых, чтобы не быть тебе обязанной. Во-вторых, чтобы усыпить свою совесть. И в-третьих, потому что он сам по себе, по природе такой. Есть такая поговорка, притча, когда змея тонет, и лошадь увидела, что тонет змея, пожалела змею, подплыла, взяла на себя эту змею и перенесла на другой берег. И как только вышли на сушу, змея ужалила лошадь и отползла. И умирая, она говорит змее, зачем ты так сделала? Я же тебе помогла, я же спасла твою жизнь, а ты меня убила. И змея говорит, извини, это моя природа жалить, я здесь ни при чем. Вот некоторые люди считают, у меня природа такая, извини. Ну и что? Мне, знаете, сколько раз говорили лично в лицо? На вопрос, почему вы делаете зло этому человеку? Она же твоему ребенку помогла. Извини, это же не означает, что я теперь должна кланяться и благодарить. Представляете? Мной спасенные люди, собранные по кускам после аварии, после того, как там какие-то страшные катастрофы, по кускам их собирали. Я не лечу людей, и лечить нельзя. Я об этом уже говорила. Лечили людей в древние времена, когда людям некуда было деваться, терять было нечего. У меня есть ролик, называется «Ведьма не лечит». Послушайте внимательно. Но ведьма держит на земле душу человека, пока врачи собирают его тело. Понимаете? Не даю умирать, пока его не спасут. Потому что, когда раны несовместимы с жизнью, человек просто уйдет. Я его держу здесь, чтобы тело начало функционировать, чтобы душа не ушла.
И это великое дело. Но после того, как это сделано, начинается разговор. Может, совпало, а при чем здесь она? Но если я ни при чем, зачем ко мне обращались? Если ты ко мне обратился, даже если считаешь, что это просто совпало, как ты хочешь очень так сильно подумать, в любом случае ты мне обязана, потому что ты потратила мое время и силы. Понимаете? Таксист меня везет, даже если меня укачало, я обязана оплачивать этому человеку. Он время потратил. Не понравилось, я больше с ним не поеду. Но я не имею права говорить, вот меня укачало, как-то я плохо себя чувствую, я не собираюсь оплачивать эту дорогу. Правда? Некоторые люди ради того, чтобы... Вы же знаете, есть люди, например, идут, одежду взяли, поехали на свадьбу, имеют право определенный срок сдать вместе с чеком. Приходят, ой, мне не понравилось, он мне там не очень, мне здесь вроде нравилось, а дома я примерила. И вот потом, через некоторое время, все узнают, по цепочке передается и перестают ей что-то продавать. Потому что она специально так делает. Она ищет что-нибудь, чтобы вернуть свои деньги, понимаете? Пятнышко какое-нибудь. И люди подобные есть. Так вот, если вы просите за другого человека у ведьмы, ладно, там в жизненных ситуациях всякое бывает, но конкретно, если вы приходите и просите посмотреть судьбу этого человека, помочь этому человеку, знайте, что вы отдаете свою долю этому человеку. Вот что-то хорошее из вашей жизни уйдет ему. Даже если вы оплатите за этот труд. Даже в этом случае может уйти. Поэтому я всегда говорю и объясняю, это не мой каприз, это не злоба и ненависть к вам или чего-то, какая-нибудь ерунда. Это реальность. Если вам сказали, там, вот какая-то проблема, берете и говорите, вот человек, напишите, но имейте в виду, она сразу не примет. Вы должны изучить этот канал и знать ее, по крайней мере. Только после этого обращайтесь. Я не гадалка с улицы, которая рада всем. Если бы эти могуи знали, сколько людей мне в день пишут, и скольким я отказываю, они бы просто, ну, я не знаю, вот это чат, где я выкладываю вопросы, которые потом буду озвучивать, да, предположим. Вот здесь покажу, потому что это, ну, не чужой контакт. Сейчас извиняюсь. Вот как раз вопросы, которые я сейчас озвучиваю. Да что ж такое? Вот смотрите. Видите, сколько СМС? Это в течение нескольких дней собирается. 2 дня, 3 дня, самое больше. Потом я нажимаю как прочитанные. Если я прочла одну часть, не все могу прочесть. Кому надо, тот еще раз напишет. Если бы могуи знали, скольким я отказываю, они, наверное, подумали бы, что я сумасшедшая. Как? Столько народу? Это ж такие бабки. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что те, которые принимают всех подряд, всех случайных людей, ничем хорошим у этих людей дело их не закончилось. Ну, ничем хорошим. Случайные люди... Они тебя еще не знают. Они приходят как на базар. Топчутся своими грязными тапками по твоей судьбе. Галошами, не знаю, чем там. Они не знают тебя. Что почем, как чего, а когда он должен позвонить, что должно быть, а почему, а сколько дней надо ждать. А вот это случайные люди. И деньги случайные, и быстрые. Они тоже могут быть заработаны, но это случайные люди. Он даже не знает тебя, с кем вообще говорит. Не принимаю я. Потом, я не денежный станок. Да, деньги – это неотъемлемая часть моей работы. Это благодарность. И это должно быть. Я же должна на что-то книги издавать, на что-то жить, на что-то атрибуты покупать и так далее. Это нормально, но у меня нет цели побольше денежек, как можно больше урвать. Иначе мои работы не принесут результат. Потом, я думаю о вечности. То, что я заработаю, работая с людьми непосредственно, это мои деньги. Но люди от этого, людям толку никакого.
А то, что я отдам на канале, лекции, работы, это поможет людям жить. Понимаете? Поэтому я предпочтение все-таки отдаю вечности. Это же будет и после меня. Для вас, для детей, внуков, правнуков и так далее. Я думаю о будущем и о своей душе. Сегодня я, скажем, питаю тело физически. Это физический мир. Материально. Здесь нужно. Без денег никуда. Как оплачивать все это? Тот же сайт, те же там работы. Это же оплачивается все. Это же не бесплатно. Это вам бесплатно. Все эти приложения и прочее. А я их оплачиваю. Физический мир, материальный мир должен питать тело человека. Но то, что я оставлю после себя, будет питать мою душу. Понимаете? Поэтому актеры, режиссеры, журналисты, писатели, все эти люди, которые сделали полезное дело, после их смерти, помимо того, что они при жизни заработали на этом деньги, там купили дом, построили дом, не знаю, оставили своим потомкам, помимо этого, когда они уходят, и вы смотрите их роли, каждый раз вспоминая их, вы даете определенную частицу энергии их душе. Вы думаете, бессмертный полк для чего создан? И вообще вот... вечный огонь. Для чего он? Это пришло из языческих традиций. Огонь, энергия огня, извиняюсь, питает души павших. Вот чьи фамилии там написаны или не написаны, все те, кто пал, например, за Москву битва, за, Ленинград, там обозначается. Мы даем право, если можно так сказать, открываем порталы, мы призываем, мы говорим, вот вечный огонь, память о павших за Ленинград. И вот все, кто пал за Ленинград, все их души имеют право приходить и забирать там энергию огня. Это для них горит. Понимаете? Откройте мою лекцию «Память – это сила». И там очень подробно все объясняется. Мне кажется, я обо всем, обо всех аспектах человеческой жизни уже сняла. У меня даже и новых мыслей нет, чего я не сказала еще. Так вот, бессмертный полк. Мы показываем фотографии наших предков, которые сражались. Кто-то погиб, кто-то до старости дожил. Неважно, они воины были. Как, по-моему, Суворов сказал, что война заканчивается, когда последний солдат будет похоронен. А эта война никогда не закончится, потому что миллионы солдат без вести пропали, и они не похоронены, считается. Понимаете? Их до конца не узнали. Значит, война вечна. И память вечна. И вот эти вот фотографии, мы говорим о них. Люди смотрят, читают. Андрей там, Макаров, Сергей Иванов. Вот дед мой, Исаак Саркисян, предположим. Они узнают, были такие люди. Они сражались. Мой прадед и его два брата, дядька, они дошли до Берлина. Вернулись живые. Естественно. Без царапины вообще. Ну, у меня прабабушка была знающая женщина, поэтому они все были заговоренные. Когда они пришли домой, она их не пустила в дом. Она сказала, что они 3 дня должны ночевать возле церкви. Она такой обед дала, что-то еще. В общем, она сказала, и они подчинились. Дело даже не в церкви. Дело в том, что это возле церкви у нас везде всегда погосты. Она именно вот этим могилам дала обет, что он должен 3 дня там ночевать. И потом отец мой высмеивал, там смеялся над матерью. Весь ваш род, палатки поставили, там на кладбище ночевали. Ну да, но обещали, надо делать. Вот эти вот их души, их деяния, победа, кто-то до Берлина добрался, кто-то погиб в первые годы войны, неважно. Но их дело, их питает, их душу после них. Люди об этом говорят, вспоминают. Даже если каждое имя вы не произносите,
но говорите вечная память ушедшим, вы даете им маленькую частицу своей энергии. И все плакаты, которые говорят о памяти, и фильмы, и так далее, и люди, которые их смотрят, они отдают маленькую энергию свою, частицу энергии. Вы не чувствуете, вы не падаете намертво. Это не та энергия, это энергия, которую вы потратите, вот став со стула, например. Но если каждый по маленькой частице энергии даст, душа там все время подпитывается. Понимаете, почему говорится, что делайте хорошее, чтобы вас вспоминали хорошим словом? Потому что если вас помнят плохим словом, это тоже энергия, но она отрицательна, она как яд. Каждая частица энергии поднимает душу выше, более высокие сферы. Каждая частица энергии, отрицательное проклятие, ненависть, спускает душу в нижние сферы, где нету этой энергии подпитки души, и душа страдает, мучается от нехватки энергии. Это как вы, представьте, вы как голодный ходите, не умираете с голоду, но вы вечно голодные. Вот какое будет у вас состояние? Смерть хотя бы освобождает человека от мучений голода, а если вы будете вечно голодать, ходить, представляете, что будет с вами? Вот то же самое чувствует такая душа низменная. И поэтому они ходят и бродят, и ждут отрицательных эмоций, чтобы питаться, наших эмоций. Их называют неупокоенные, они не нашли покой свой там. Вот после ухода человека его дело либо питает его, либо спускает вниз и вниз. Конечно, будут люди, которые будут вас ненавидеть и будут вспоминать с ненавистью. Но если их 100 человек, но вам благодарны миллионы, то вот эти вот 100 проклятий, как капля в океане, потеряются и не нужны. Надо жить так, чтобы после тебя больше говорили хорошее о тебе. Понимаете? Вот о чем. И поэтому я думаю не только о своем теле, но и о душе. Те, которые играют в магию, потому что это престижно, денежки заработают и так далее, и стараются побольше принимать людей, неважно, помогают они или нет, главное деньги, они питают свое тело здесь. Они хотят хорошо жить, но они не думают о своей душе там. О душе надо думать. Время – это миг. Один момент, понимаете, она уйдет, вот эта жизнь, и все, и закончится. Но там перед нами вечность. Всегда помните о вечности, всегда. Вот, например, в восточной традиции, как вы думаете, что такое челма? Не что иное, как саван. Саван, в котором хоронят мертвых на Востоке. Это потом перешло в ислам. Человек носит свой саван на себе всегда. То есть он всегда готов к смерти. Это не значит, что он смертник, или он хочет умереть, или он там суицидник. Нет. Это значит, что он всегда помнит о смерти. Любой момент жизни, когда ты хочешь сделать скверные вещи, вот этот саван на твоей голове говорит тебе, ты можешь сегодня умереть, не успеешь раскаяться, не успеешь перекрыть это скверное дело добрыми делами. Подумай, надо ли это делать сейчас. Может, не надо? Вот это напоминание. Это потом, конечно, сделали, приукрасили, уже по-другому выглядит. Но именно вот головной убор после восточных традиций, после в ислам перешел. Это с древних времен. Вот это вот челма на голове. Это саван человека. Это его, сейчас скажу, представляете, улетел из головы. Его гроб, который он на себе носит всегда, напоминая себе каждый день о смерти. Утром просыпаешься, думаешь, что это последний день в твоей жизни. Как бы ты прожил? И проживай, и делай как можно хорошего. Правильно, Рыжик подтверждает. Иди сюда, иди. Рыжик такой ласковый кот. И так он уже всех достал своими ласками. Он все время хочет. Гиса не такая. Она вот приходит, когда ей хочется самой. Когда ей не хочется, она нас бьет. А вот Рыжик вот просто счастлив и рад любому вниманию. Иди, моя пушистая моя Гиса. Ну, все, не мешай. На, иди, на, вот прыгай сюда. На. О. Хвост, видите? Хвост трубой. Все, ложись вот сюда и грейся. Давай. Так, что еще мы не сказали с вами? Друзья мои, люди
пьющие, люди, которые ведут аморальный образ жизни, не могут иметь к магии никакого отношения. Но, к сожалению, сейчас такой вирус магии начался. Ну, во-первых, это деньги. Во-вторых, размытые вот эти все, как бы вам сказать, границы. Вот если врач, например, как о враче, как понять, что он доктор? Вот он лечит, он ставит диагнозы, он имеет диплом, он проводит операции, значит, он врач. Есть у него резюме, знают люди, что он лечит, ну, он доктор, он официально работает, он врач. Для себя клинику открыл или там просто, ну, он врач, вы можете понять. Вот учитель, вот у учителя есть диплом, вот он обучает учитель, у него есть стаж работы, выпускники и так далее. Все, учитель официально работает человек или неофициально работает для себя, но он учитель. Вы понимаете, что вот кондитер, вот он там эти торты печет, и печенье, там у него свой магазин есть или он там работает по найму, неважно. Ну, мы видим, что он этим занимается, значит, человек этим занимается. Вот там, не знаю, кто там, шоферы и так далее. А здесь магия. Это размыто, это не видно, понимаете? Мы не видим, то есть то, что происходит. Вот реальные результаты, это как цыганская почта. Друг другу люди сказали, что вот она помогает, да, верит. Вот уважение людей, доверие людей, большое время, тоже стаж работы этого человека и так далее. Вот мы поняли, да, перед нами человек знающий. Это не видно, это невозможно оценить или нет. Но если люди довольны, значит, она действительно им таким человеком является. Поэтому, ну вот все. Это вот только так, если оценить. То есть магия – это вот та профессия, которая, ну как ты поймешь? Ну она скажет, ой, у меня столько людей ко мне приходят, благодарят, я просто не показываю, не выставляю, ну и что? Ну вот кто-то поверит в это, например, да? Сейчас у молодежи вот пошла мода. Эти черные одежды, Бафомета поставили, все маги, колдуны. Дети, которые не хотят работать, это очень легко и просто. Они понимают, что в мире очень много не очень разумных людей, которые не будут особо, скажем, думать, знаете, за и против, рассуждать, просто прибегут. Есть очень много голодных теток, которые заплатят за приворот. Вот, если ты убедишь, что ты умеешь делать, она готова на все и прочее. И поэтому вот такой вот вирус ведьм, ну, что теперь делать? Знаете, кто-то сел за руль пьяный и кого-то сбил. Это ж не значит, что надо теперь всех шоферов и все машины запрещать. То же самое. Самозванцы есть в каждой профессии. Но, к сожалению, те профессии, которые как бы вот так гуманитарные, да, на словах. Вот то же самое психологи, что все настоящие психологи. Недавно показывают девочка, которая подверглась насилию с детства. Мать знала и до сих пор не верит. Психолог сказал, вот с матерью надо жить, надо почувствовать то тепло, которое ты раньше хотела от матери, не получала, сейчас получай. То есть это нормально. Прошло время, сейчас что получать? Это твой враг, который до сих пор не покаялся, не попросил прощения. И скажи спасибо насильнику, потому что вы же были любовники все-таки, значит, какие-то положительные эмоции тоже у тебя были. Вот это нормальный психолог. Ей 11 лет, ему 45. Любовники. Какие любовники могли быть? Даже если бы были любовники. Это нормально, что 45-летний мужик стал любовником 11-летней девочки. И ей говорят уже во взрослом возрасте, будь благодарен насильнику. Понимаете, это психолог. Мы бесконечных психологов этих видим, которые ерундой занимаются вообще. А есть настоящие люди среди них. Реально настоящие, умные, эрудированные люди, которые очень многое проясняют, и ты понимаешь, да, вот я раньше не задумывалась, вот молодец, профессионал. Понимаете, вот взять всех психологов, запретить, потому что вот этого шарлатанья стало огромное количество. Вот о чем я говорю. Что, ну, те предметы, которые, ну, то есть они абстрактно, на словах, или педагог воспитывает поколение. Мы же не видим, как воспитывает, это же как-то так не видно прям вот наглядно, как фильм. Но если
выпускники этого педагога разумные, они все поступили в высшее учебное заведение, чего-то добились, мы понимаем, да, этот педагог действительно добилась чего-то и может что-то. Результат, понимаете, показывает. Но, а вот эти вот все горе-психологи, горе-ведьмы, их полным-полно, как собак нерезанных. И что дальше? Их полно. Результаты их работ не видно. Но они заявляют себя такими, что они вот психологи, ведьмы и прочие. Поганят это звание, на самом деле, очень нужная вещь. Ведь психолог что такое? Душа. Это тот, кто работает с душой человека. Понимаете? Ведьма, обладающая тайными знаниями, ведущая матерь. Тайными знаниями. А те, которые просто говорят банальные вещи, которые и так можно знать. Ну, это не тайные знания, начнем с этого. Люди, которые, вообще ни о чем. Ну, просто ты видишь, что, ничего там нету. Одно название – ведьма. Карты кидает, вот что думает там вот этот обо мне, соседи, что будут кушать сегодня. Я ведьма, обладаю тайными знаниями. Понимаете, о чем речь? И тут уже только вся надежда на разум человека, на его эрудированность, на его сознание, что он сознательно просто подходит ко всем этим вопросам и не будет всякую шантрапу считать ведьмами, идти, потом обманываться, потом кричать, что его обманули. Вот и все. А вирус вот это вот, я говорю, раньше были одни Наполеоны, теперь ведьмы и колдуны. Ты же понимаешь, что, не видно, что это человек, умудренный жизнью, обладающий какими-то знаниями. Это какой-то, не знаю, недоразвитый какой-то человек, знаете, как бы инфантильный какой-то, глупый, незрелый. И какой это колдун или ведьма. Вся надежда остается на, наверное, просто трезвый разум людей. И чем меньше вы будете на таких обращать внимание и ходить к таким людям, тем быстрее они закончатся, и нормальные люди, которые действительно обладают этими знаниями, не будут из-за них краснеть, страдать и выслушивать там всякие гадости о том, что это все фигня и ерунда. Ничего подобного. Все знают, даже профессора и мировые светилы, что действительно издревле были, есть и будут люди, которые обладают определенными знаниями. Каждому по-своему дано, но это есть, и с этим надо считаться. Я думаю, что на сегодня достаточно. И мы обсудим остальные темы, в том числе уже в следующей серии. А пока что переварите всю эту информацию. Всем удачи!